Привет, это радио Вашингтон. Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и о глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главная тема. Соглашение о недрах между США и Украиной может быть подписано уже на этой неделе. Северная Корея заработала на участии в войне против Украины более 20 миллиардов долларов. И скандал в Нью-Йорке украинцев возмутил портрет Путина на местном барбершопе. Хозяин снимать его не собирается. Теперь обо всем подробнее. Россия с 25 марта более 30 раз нарушила так называемое энергетическое перемирие. Об этом заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. По его словам, только за последние сутки зафиксировано 3 нарушения договоренностей. В результате обстрелов в Николаевской области и в окрестностях Херсона были повреждены трансформаторы, а в Полтавской области – линии электропередачи. Энергетическое перемирие в прессе уже назвали кровавым. С тех пор, как оно началось, атаки России на Украину только усилились и привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Не стали исключением и минувшие сутки. С подробностями Данила Гальперович. В среду под ударом российских войск оказался Херсон. Город подвергся авиационной и артиллерийской атаке. 1 человек погиб, еще 9 пострадали, среди них 15-летний подросток. Также повреждения получили 2 десятка многоэтажных домов и другие мирные объекты. Среди них спортивные заведения и супермаркеты. Очередному налету подверглась и Одесса. В результате атаки беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Российские военные не прекращают бить и по Днепропетровской области. Там повреждены жилые дома, линия электропередач и газопровод. Тем временем число жертв недавнего российского удара по Кривому Рогу возросло до 20 человек. Скончался 23-летний мужчина, который получил ранение в результате атаки. Напомним, что в результате удара по жилому кварталу Кривого Рога 4 апреля погибли в том числе 9 детей. Данила Гальперович о продолжающихся ударах России по территории Украины. Соглашение о недрах между Украиной и США может быть подписано в ближайшие дни. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в комментарии агентству Bloomberg. «Мы очень-очень близки», — сказал Бессент журналистам в Буэнос-Айресе. Соглашение может быть подписано уже на этой неделе. Напомню, что украинское правительство отказалось от комментариев до подписания соглашения. Ранее лишь сообщалось, что технические переговоры были очень эффективными. Как Северная Корея обогащается за счет участия в войне против Украины? Как пишет издание Newsweek, сотрудничество с Россией принесло северокорейской экономике более 20 миллиардов долларов. Издание ссылается на отчет аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны. Там отмечается, что основную выгоду КНДР получила благодаря поставкам боеприпасов в Россию. Масштабом этих поставок посвящено расследование агентства Рейтер в сотрудничестве с британским аналитическим центром Open Source Center. Расследователи подтверждают, поставки идут массово и системно, и речь идет о миллионах снарядов. О деталях расследования расскажет Алексей Горбачев. Журналисты агентства Рейтер совместно с аналитиками из британского Open Source Center обнародовали данные, согласно которым за последние 20 месяцев Северная Корея могла поставить в Россию от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов. Эти боеприпасы активно используются в войне против Украины. Расследование основано на спутниковых снимках, данных по передвижению морских судов, а также анализе логистических маршрутов и свидетельствах украинских военных. С сентября 2023 года 4 российских судна «Ангара», «Мария», «Майя-1» и «Леди Ар» совершили не менее 64 рейсов между северокорейским портом Раджин и российским портом Дунай. Согласно подсчетам, за это время суда доставили примерно 16 тысяч контейнеров. Аналитики считают, что значительная часть из них содержала боеприпасы. После прибытия в порт Дунай грузы перегружались на железную дорогу и доставлялись на склады на юге России, ближе к границе с Украиной, для дальнейшего использования на фронте. По словам украинских артиллеристов, в некоторые дни на отдельных участках фронта до 100% снарядов, выпущенных российской армией, были производства КНДР. Их отличительные признаки – характерная белая краска и внешний вид, не соответствующие российским стандартам. По другим оценкам, доля северокорейских снарядов иногда составляла 75% от общего числа. Помимо обычных артиллерийских боеприпасов калибра 122 и 152 мм, Россия также получала от Пхеньяна более тяжелое вооружение. В
В частности, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, а также, предположительно, баллистические ракеты. Эксперты отмечают, что по объему поставок это сопоставимо с западной военной помощью Украине. Только за последний год США и страны НАТО передали Украине приблизительно такое же количество артиллерийских боеприпасов, какое, по данным расследования, поставила России Северная Корея. Бывший координатор группы экспертов ООН по санкциям против КНДР Хью Гриффит заявил, что без военной помощи Пхеньяна Россия не смогла бы продолжать войну в таких масштабах. По его словам, вклад Северной Кореи стал стратегически значимым для Кремля, и лидер КНДР Ким Чен Ын играет ключевую роль в поддержке российской военной агрессии. Алексей Горбачев, Радио Вашингтон. В ходе переговоров о перемирии Россия обратилась к США с просьбой разрешить ей покупать самолеты «Боинг», используя деньги от замороженных активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник в Москве. По его словам, в Кремле понимают, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня. Такая договоренность могла бы стать частью ослабления санкций. Напомню, компания «Боинг» еще в самом начале войны прекратила свою деятельность в России. Аналитики Bloomberg считают, что перспектива потенциального возобновления продаж «Боинг» в Россию могут вырасти на фоне тарифной войны, объявленной президентом США Дональдом Трампом. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткоф отправятся на этой неделе в Париж. На встречах, среди прочего, речь пойдет и об Украине, пишет Политику. По данным двух собеседников издания, которым известно о подготовке визита, Уиткоф должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио со своим французским визави Жаном Ноэлем Барро. Эта поездка станет первым визитом американских топ-чиновников во Францию после приезда вице-президента США Джей Ди Венса на саммит по искусственному интеллекту в феврале. Напомню, Франция и Великобритания возглавляют коалицию желающих стран, которые могут принять участие в развертывании миротворческих сил на территории Украины. Кстати, о том, что усилия Европы вызывают определенное недовольство в окружении Дональда Трампа, пишет сегодня издание «Экономист». Оно перечисляет ряд недавних шагов администрации Трампа и напоминает, что представители Пентагона недавно задавали вопрос одному из союзников о том, почему он продолжает поставлять оружие в Украину. Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частных разговорах говорят, что они, цитата, «сыты по горло усилиями Европы по укреплению Украины». Впрочем, отмечает издание, действия этой администрации порой настолько хаотичны, что трудно бывает отличить настоящий сигнал от информационного шума. Тем временем в Европе назревает скандал, связанный с возможным участием некоторых лидеров в мероприятиях 9 мая в России. О том, как Еврокомиссия реагирует на желание Сербии принять приглашение Кремля, из Брюсселя специально для Радио Вашингтон передает Валентина Васильева, автор телеграм-канала «Брюссель подслушано». Что Брюссель собирается делать с лидерами тех стран, которые, несмотря на все предупреждения, все же могут отправиться на парад 9 мая в Москву? Этот вопрос сегодня больше других волновал журналистов на брифинге Еврокомиссии. Речь прежде всего о премьере Словакии Роберте Фицо и президенте Сербии Александре Вучиче. Сербия, напомню, страна-кандидат в ЕС. Свои планы посетить Москву на 9 мая Вучич подтвердил 7 марта после телефонного разговора с Путиным, а Фицо сегодня в очередной раз в социальных сетях. Он даже вступил в заочную перепалку с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Она в понедельник предостерегла страны от участия в параде 9 мая в Москве. Фицо сегодня заявил, что все равно поедет в Россию на торжества и обвинил Каллас в шантаже. Словацкий премьер добавил, что готов отправить своего министра иностранных дел в Украину, если памятные мероприятия по случаю 9 мая там тоже будут. На вопрос журналистки о том, как Брюссель планирует наказывать Фицо за будущий визит в Москву, в Еврокомиссии ответили, что глав государств не наказывают. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер лишь заявила. Россия использует торжества по случаю окончания Второй мировой войны как оправдание своей нынешней агрессии против Украины. Это контекст, в котором мы находимся, и с нашей стороны важно не добавлять легитимности этому, принимая участие в таких событиях, как этот парад. По этому поводу у нас есть решение Совета ЕС, принятое в 2022 году, когда все страны-участницы, в том числе Словакия, согласились с тем, что будут отклонять такого рода приглашения.
Насчет того, какие последствия могут быть для Сербии, как для страны-кандидата, если ее президент Вучич до парада все-таки доедет, в Еврокомиссии заявили, что страны, желающие вступить в ЕС, должны соответствовать внешнеполитической линии европейского блока. Однако в Брюсселе не стали комментировать сообщение, что потенциальный визит Вучича в Москву может стоить Сербии вступления в Евросоюз. Ранее об этом писали Financial Times и The Telegraph. В Еврокомиссии сегодня заявили, что до 9 мая еще месяц, и спекулировать на эту тему не готовы. Это был репортаж Валентины Васильевой. Если хотите знать больше о европейской политике, подписывайтесь на ее телеграм-канал «Брюссель подслушано». Кстати, один из последних опросов показывает, что более 18% граждан Словакии, почти пятая часть, поддерживают победу России в войне, тогда как только треть опрошенных на стороне Украины. Опрос проводила компания «Ипсос». Неожиданные проявления симпатии к Путину можно встретить и в США. Политический скандал в парикмахерской Нью-Йорка. На дверях барбершопа в Южном Бруклине появились постеры с изображениями Путина и Каримова. Проживающие в этом районе Нью-Йорка выходцы из Украины возмущены. За историей следит наш корреспондент Нина Вишнева. Путин и Каримов, прямо скажем, не самые удачные примеры для демонстрации модельных стрижек. Но именно изображение скончавшегося в 2016-м лидера Узбекистана Ислама Каримова и ныне здравствующего российского президента Владимира Путина встречают посетители парикмахерской в Бруклине. Крупная надпись по-русски «Добро пожаловать в барбершоп». Местные жители говорят, совсем недавно на витринах были украинские флаги, но хозяин, его зовут Дишод Ахмедов, он иммигрант из Узбекистана, поменял вывески. Что стало причиной такого политического ребрендинга, неизвестно. Проживающие в этом районе выходцы из Украины стали выражать свое возмущение. Накануне страсти накалились до предела. Дошло до потасовки между владельцем и собравшимися у дверей парикмахерской людьми. В соцсетях завирусилось видео, где Ахмедов выкрикивает проклятие и нецензурные оскорбления в адрес украинцев, славит Дональда Трампа, затем называет себя сыном Каримова и несколько раз целует постер Путина. Один из местных активистов, Влад Спектр, в своем аккаунте в Фейсбуке написал, что владелец парикмахерской бросился на него с лезвием. Пришлось вызывать полицию. Также приехала скорая. Ахмедова из местного отделения полиции вскоре отпустили. Несколько патрульных остались дежурить у дверей его парикмахерской. На скандал отреагировали местные политики. Инна Верников, депутат Горсовета Нью-Йорка от Республиканской партии, на своей страничке в X, бывшем Твиттере, дала такой комментарий. Как государственные служащие мы не можем указывать частному бизнесу, как ему работать и какие заявления делать. Это защищено Великой первой поправкой о свободе слова, и бизнес имеет право делиться такого рода заявлениями. Однако я очень надеюсь, что такой маркетинг окажет влияние на прибыль этого бизнеса. Я верю, что наши соседи обладают моральной ясностью, чтобы, по крайней мере, просто выбрать другую парикмахерскую. На случай, если у кого-то затуманилась память, Путин несет ответственность за убийство тысяч невинных мирных жителей из-за укрывательства террористов Хамас после 7 октября. Депутат Законодательного собрания штата Нью-Йорк Михаил Навахов, в чьем избирательном округе находится парикмахерская, также заявил, что следит за ситуацией и будет разбираться в рамках закона. Возмущение русскоязычных бруклинцев вызвала и строчка под портретом Путина на английском «kids friendly», то есть в парикмахерской делают детские стрижки. Но в ситуации, когда российские ракеты уничтожают в Украине мирных жителей, в том числе детей, и владелец парикмахерской об этом не может не знать, такое оформление витрины, говорят местные жители, выглядит вдвойне циничным. Нина Вишнева о скандале вокруг барбершопа в Нью-Йорке. Эта история, конечно, еще не закончена. Мы обязательно расскажем о том, как она развивается в наших следующих выпусках. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи.